Друзья, всем привет! Меня зовут Максим, и вы на канале Moto Maximus. И у нас сегодня обзор вот на эту Bluetooth гарнитуру для мотоциклетного шлема от компании Lexin, моделька B4FM. Если вы помните, друзья, я уже вам показывал Bluetooth гарнитуру от компании Lexin. Называлась она ET.com, вот она стоит на моем шлеме Nolan. За нее у меня только положительные отзывы. Откатался я с ней весь сезон 2021 года. Было у меня 2 больших путешествия. Показывал вам подробный обзор на нее. Единственное, о чем не рассказывал, это о возможностях интеркома. И вот теперь компания Lexin, обратив внимание на то, что я снял неплохой обзор на ET.com, и он вам зашел, он вам понравился. Компания Lexin прислала мне вот эту гарнитуру B4FM. И теперь, имея 2 гарнитуры Lexin, я думаю, есть смысл сравнить качество интеркома, дальность интеркома и вообще как он работает. Я путешествую один, второго пассажира у меня вообще никогда не бывает, и в компаниях я езжу крайне редко, и интеркомом практически не пользуюсь. Но помню ваши замечания в комментариях, поэтому обязательно в этом обзоре мы поговорим и об интеркоме тоже. Признаюсь честно, если вот смотреть чисто эстетически, моделька ET.com нравится мне больше вот визуально, но должен обратить ваше внимание на то, что B4FM стоит дороже. Ну, соответственно, то ли это какой-то маркетинговый ход, то ли на самом деле она технологически круче. Но в ближайшее время мы об этом узнаем. Планирую я поставить ее вот на этот свой китайский шлем. Здесь у меня стоит гарнитура VNet Phone, или как-то так она называется. Вы помните, взял я ее давным-давно. Итак, давайте приступать к распаковке, посмотрим, что есть внутри за эти деньги, что нам предлагает производитель. Итак, я насколько понял, B4FM есть только вот в синем цвете. На коробке сразу производитель нам говорит о том, что эта гарнитура может работать в режиме конференц-связи до 10 человек одновременно. Ну, я очень сильно сомневаюсь, будем сейчас разбираться, вряд ли. Есть удобная функция Music Sharing, соответственно, ту музыку, которую слушаете вы, может слушать и ваш второй номер, или человек, который рядом с вами едет. Также указано на коробке, что с этой гарнитурой идут динамики 36 мм, быстрая зарядка Type-C, водонепроницаемый, понятно. Компания заявляет о том, что 15 часов будет работать ваша гарнитура, надо только выяснить, то ли в режиме ожидания, то ли в режиме постоянного прослушивания. Также сюда добавили ту самую функцию, которой я не перестаю радоваться, которая есть у меня на ET.com. Это возможность поддержки Siri и S-Voice. Очень удобная штука. Также есть вот это вот подавление шумов, как и здесь. И вот написано, что интерком работает до 1,2 мили. Это получается в километрах, это вообще почти 2 километра. Но, скорее всего, это вряд ли. В реальности все гарнитуры, все интеркомы, которые я тестировал в своей жизни, от дорогой скалы до дешевого китайца, они работают, ну, по прямой видимости до 500 метров. Это в идеальных условиях. Если в городе, то за любое здание заехал, тебя уже не слышно. Так, давайте открывать. В коробке она сразу идет вот так вот упакована, точно так же, как шел ET.com. Давайте рассмотрим саму гарнитурку. Она, в принципе, по размеру очень сопоставима с ET.com. Кстати, давайте, наверное, я соединю ET.com, и мы будем их наглядно сравнивать. Я думаю, это будет интересно, потому что это один и тот же производитель. Ну вот, если вы видите, они по размеру очень похожи, но мне кажется, даже ET.com моя, она немного побольше. Это, мне кажется, чуть поменьше. По толщине то же самое, но выглядит она немножечко аккуратнее. Когда я смотрел на картинки, у меня были сомнения по поводу вот этих вот кнопочек. Мне показались они какими-то маленькими и неудобными. Я вообще не понимал, как я буду их нажимать. Но вы знаете, когда я сейчас взял ее в руку, вот на ощупь, мне кажется, кнопки сделаны очень грамотно, и они, мне даже кажется, более интуитивно понятны, чем мои кнопки на ET.com, хотя я за сезон к ним привык, и никакого дискомфорта они мне не доставляли. Откладываем сюда, и давайте смотреть, чем наш производитель наградил, что есть в коробке. Инструкция, понятное дело, мы ее рассмотрим. Здесь идет вот такая небольшая площадочка, сразу вот с мелочи начнем. В пакетике есть вот такая вот мелкая площадка. Насколько я понимаю,
Вот эта площадка пригодится тем, кто хочет реализовать крепление на шлеме так, как я реализовал у себя, когда вы не хватаетесь за шлем скобой, а лепите ее прямо на корпус шлема и сверху одеваете гарнитуру. Вот она защелкивается, и, соответственно, если вы доверяете 3М-овскому скотчу, то вы можете расположить гарнитуру вот с помощью этой защелки там, где вам удобно. Я напомню, почему я сделал именно так, потому что теперь гарнитура у меня висит не в самом низу шлема, как-то, ну вот рука не так низко, руку ты ставишь повыше, когда включаешь, выключаешь, ну и вообще это расположение не мешает плечу, шее, короче, мне это нравится намного больше. И также идет вот такая вот здоровенная, красивая площадка, я так понимаю, она работает вместе вот с этим вот барахлишком. Вот такая скоба, ну вот по классике, да, как во всех гарнитурах, здоровенная вот такая скоба, которая уходит внутрь шлема, и на шлеме вы получаете вот такую большущую площадку с надписью Lexin. Ну, кому что нравится, сюда, соответственно, она тоже пристегивается. Как она? Вот, она вот сюда пристегивается, становится, все смотрится это очень симпатично. Вот. Но как устанавливать на шлем, конечно же, дело ваше. Идут 4 черных болтика с шестигранником. Это все приспособления для того, чтобы закрепить динамики в шлеме. Кстати, вот смотрите, в этой комплектации помимо липучек еще есть вот такие проставки. Кстати, удобная штука. В ETCOM такого я не наблюдал. Это, соответственно, если у вас динамик получается очень далеко от уха, вы можете добавить вот такую проставочку, чтобы динамик стал поближе к уху и у вас лучше звучала гарнитура в шлеме. Это, кстати, полезная и удобная вещь. Если здесь даже я не буду использовать, я могу, в принципе, использовать с любыми другими своими гарнитурами. Это уже, видать, под какую-то специфику шлема. И это, кстати, не зря, друзья, потому что после того, как я снял обзор на ETCOM, у меня в комментариях было пару человек, которые мне писали, что ты нам рассказываешь, что хорошая гарнитура, ее совершенно не слышно. Но потом я начинал переписываться с людьми, мы разбирались, в чем причина, и в обоих случаях выяснилось, что просто за счет специфики шлема динамик очень глубоко стоит внутри, его просто не слышно. А в другом шлеме, если не ошибаюсь, Скорпион, там вообще человек, когда устанавливал динамик, он оставил между динамиком и своим ухом какой-то там поролон, который там был, и, соответственно, ему ничего не было слышно. Поэтому обратите на это внимание, когда ставите динамики в шлем, они должны быть расположены напротив ваших ушей и максимально к ним близко, ну, соответственно, не давить на них. И последний пакет в комплектации, самый большой. Здесь, соответственно, у нас расположена вся внутрянка, которая потом разместится в шлеме. Это два вот те самые большие динамика 36 мм. Ну вот я сейчас уже не вспомню, какие они были на ETCOM, но эти кажутся вроде как побольше. Ну, может быть, я уже просто забыл. И идут в комплекте две штанги. Вот идет штанга на гибкой основе. Я буду устанавливать себе именно такую, потому что у меня все шлема с открытыми подбородками. И идет вот еще один микрофон, соответственно, мягкий, если у вас шлем обыкновенный, полноразмерный, без отстегивающейся бороды, вы можете установить себе вот такой микрофон. У меня таких микрофонов от разных гарнитур там валяется уже штук 5 разных. Так что если у кого-то вдруг где-то перегорел, сломался, могу безвозмездно отдать, потому что я ими не пользуюсь. И идет кабель зарядки USB Type-C, причем такой вот интересный Type-C, буквой G, загнутый. Такой модненький, можно где-нибудь его будет использовать. Вот, по сути, друзья, и вся комплектация. И давайте теперь переходить к самому интересному, к мануалу этой гарнитуры. Посмотрим, что здесь нам заявляет о ней производитель. Тут используется Bluetooth 5.0. Кстати, вот еще надо напомнить вам, что был один случай, когда человек сказал, что с ETCOM плохо, значит, музыка играет слабо. Потом, когда начали разбираться, у него старенький телефон, и там стоит Bluetooth 2.0. Взяли другой телефон, более свежий, где уже Bluetooth 5.0, подключили, музыка играет великолепно. Поэтому от того, какой у вас на телефоне Bluetooth, качество звучания тоже может зависеть. Соответственно, поддерживает быструю зарядку Type-C, подавление шумов работает уже электронное. Кстати, обратите внимание, на этой гарнитуре всего 4 кнопки по сравнению с тем, что у меня на ETCOM их было 5. Но, видать, уменьшили кнопки в угоду того, чтобы гарнитурой было пользоваться проще. Я предлагаю сразу вот подсоединить
и проверить ее работоспособность до того, как мы ее установим в шлем. Итак, друзья, все очень просто. Одно соединение Type-C, от него расходятся два динамика и микрофон. Микрофон выбираете сами, то ли такой на гибкой штанге, то ли вот такой вот на жесткой. При включении и при выключении голос в наушниках вам говорит, что гарнитура включилась или выключилась на английском языке. И когда включаете, голос говорит вам, насколько заряжена ваша гарнитура. 100%, 80%, 20% она вас об этом оповещает. Полная зарядка занимает около 3 часов. Производитель заявляет об этом. Соответственно, если полностью разряженная гарнитура, за 3 часа вы ее зарядите до 100%. В этом году путешествие с гарнитурой ETCOM обратил внимание на то, что Bluetooth 5.0 позволяет вообще мне без проблем одновременно подключать к ней два устройства. В моем случае это два мобильных телефона. Этот телефон у меня основной, на него поступают звонки, и я им пользуюсь. Еще есть второй у меня, тоже Android, он стоит у меня на мотоцикле, и я пользуюсь им как навигатором. В чем плюс? Я еду, разговариваю по телефону или слушаю музыку с основного своего телефона. И несмотря на это, голосовые подсказки от навигатора также продолжают поступать мне в гарнитуру. Я их слышу, те же самые оповещения о камерах слежения и обо всем остальном. Это, признаюсь, очень удобно. Здесь же производитель заявляет о том, что даже 3 устройства готов поддерживать B4 FM. Но, скорее всего, производитель имеет в виду, что это будет не 3 телефона, а может быть 2 телефона и 1 навигатор. Соответственно, расписано, как отдельно его соединять с телефоном, как соединять его с GPS-навигацией. Итак, друзья, гарнитура у нас называется B4 FM, и в самом названии есть вот эти 2 буквы FM. Я не знаю, может быть, это намек на то, что тут как-то круче или, не знаю, универсальнее работают радио и радиостанции. Должен сказать, что вот с Lexin я пользовался радио на этой гарнитуре. Работает она довольно-таки неплохо, но нужно понимать, что радио у вас будет работать только в городах или около крупных городов, потому что на трассе радиостанцию поймать практически нереально, а если вы ее ловите, буквально через 2 минуты уже она начинает шипеть и теряться. Итак, давайте перейдем к самому интересному. Это то, о чем нам говорил производитель еще на коробке, о функции Lexin B4 FM соединяться в крупные интеркомы до 10 человек. Значит, в инструкции говорится о том, что каждый раз, когда вы начинаете подключать к себе другие устройства, других райдеров, вы образовываете группы по 4 человека. Но также написано, что вы можете подключить и больше. Соответственно, тут какие-то манипуляции производите кнопками, подключаете 5, 6, 7, 8 и так до 10. Проверить, так это или нет, признаюсь честно, у меня возможности, скорее всего, не будет. Это нужно найти 10 человек с такими гарнитурами и проверить, работает это или нет. Но, скорее всего, раз производитель заявляет, а все это сделано довольно-таки качественно, и повторюсь, с ETCOM все, что было заявлено, все работает, скорее всего, работает это и здесь. Но вы должны учесть один нюанс. Здесь написано, что если вы увеличите количество человек, которые одновременно разговаривают по интеркому с 4 и выше, соответственно, это 5, 6 и все остальное, ваша гарнитура автоматически будет отключена от всех девайсов, к которым она была подключена. Соответственно, если вам нужен крупный интерком на 10 человек, забудьте о том, что у вас к ней будет подключен телефон или навигатор. Вы будете только в крупном режиме интеркома. Распаковка гарнитуры вам понятна, вы увидели, что находится внутри, вы увидели, как выглядит коробка. Но, друзья, я хочу в этот обзор добавить свое мнение по поводу качества работы этой гарнитуры, потому что, повторюсь, ее ценник даже выше, чем ETCOM. Визуально, признаюсь, мне продолжает больше нравиться ETCOM, но это исключительно мое субъективное мнение. Но B4 FM не так проста, как кажется снаружи. У нее довольно-таки хороший звук, прекрасно работают все функции, поэтому я ставлю ее на второй свой повседневный шлем и буду тестировать в течение месяца. И в конце этого обзора обязательно расскажу вам свое мнение о том, как эта штуковина работает. Итак, переходим к самому интересному. Будем менять гарнитуру на шлеме. Вот, кстати, для сравнения вам динамики. Это вот VNet Phone, а это вот B4 FM. Размер явно больше. И качество звучания, я уверен, тоже будет соответствующим.
Неплохо себя показала за время эксплуатации. Единственное, говорю, у нее минус. На высоких скоростях не очень хорошо слышно музыку. Так, давайте примерять сюда ETCOM. Опять же, можно поставить вот с такой площадкой. И вы знаете, она мне нравится, как она смотрится. Очень клево. Но надо понимать, что она спустится ниже. И это будет уже не так клево. Ну, признаюсь честно, вот эта площадка маленькая, но не совсем внушает мне доверие. Потому что мне, в принципе, вот этот замок как-то не очень нравится на B4FM. Мне больше по душе та система, которая была на ETCOM с кнопкой. Поэтому, наверное, все-таки я установлю вот эту большую площадку, но установлю ее не с помощью вот этого огромного зажима. Потому что, когда ты делаешь так, у тебя гарнитура сильно вниз сползает. А установлю приблизительно таким же методом, как я тогда установил Lexin на свой Nolan. Здесь сделаю технологических 2 отверстия и с той стороны прикручу эту площадку к шлему. И мне кажется, будет смотреться очень клево. Поэтому сделаем пару дополнительных дырочек в китайском шлеме. Так, разместим мы ее вот здесь. И, кстати, я должен сказать возможным критикам такой системы крепления, то что гарнитура прижата к шлему намного плотнее, находится она выше, в плечо не упирается и как минимум минус одна железка, которая тоже что-то весит в вашем шлеме, он становится не намного тяжелее. Вот на этой части 2 дырочки, из них выходят 2 болтика троечки и мы напрямую прикручиваем корпус Bluetooth гарнитуры, площадки, на которой она будет сидеть, к шлему. Ну и вот, друзья, смотрите, как аккуратно она сюда вписалась. Гарнитура сверху защелкнулась. Все, она стоит, никуда не денется. Смотрится, по-моему, неплохо. Делаем внутреннюю разводку и будем собирать шлем. Так, ну что, надо сказать, все получилось довольно-таки легко и быстро. Давайте первый тест прямо здесь в гараже. Итак, пробуем включить-выключить гарнитуру, посмотрим, как она будет взаимодействовать с телефоном. Для того, чтобы включить, зажимаем 2 кнопки. Кнопку включения и кнопку интеркома на секунду. Включилось питание. Смотрим, подключится ли в автоматическом. Сказала, что батарейка 100% и подключила телефон. Подключено для аудио и вызовов. Пробуем, включаем музыку. Но она прям орет. 100%. Она круче, чем ETCOM. Так, ну, первое резюме, которое я могу дать по B4FM, она очень громкая, прям очень громкая. Я сейчас спустил где-то процентов на 70, и это громко. Когда я поеду, возможно, я буду использовать и 100%, но однозначно громче, чем та гарнитура, которая у меня стояла. И она однозначно громче, чем моя ETCOM. Ну, мне, во всяком случае, так кажется. Я потом подключу, сравню вот так вот 2 шлема. Но на данный момент так, радио сейчас не буду проверять, меня интересует больше звонок. Двойным нажатием на кнопку минус можно активировать голосового помощника и позвонить, допустим, на какой-нибудь контакт. Ну, давайте попробуем позвонить себе же на свой номер. Позвони мой МТС. Это МТС или МТС-2? Это МТС-2. Ну, работает это все идеально, так же, как и на ETCOM. Вот сейчас я звоню сам же на другой номер запасной. Слушайте, ну супер. Первые выводы по гарнитуре. Она однозначно очень качественный звук дает. Вот вам покажу, как теперь она выглядит на моем шлеме. В общем, как уже и говорил ранее, начинаю тестировать эту гарнитуру с этим шлемом. Постараюсь ее потестировать в течение месяца. Сейчас покажу вам парочку
кадров с процесса тестирования этой гарнитуры. Ну и в заключение скажу полноценное свое мнение о гарнитуре Lexin B4FM. Понравилась она мне или нет. Так что переходим, друзья, к тест-драйву. Так, ну что, а теперь тест на дальность. Мы сконнектили два шлема, два моих шлема. На этом шлеме стоит та гарнитура, которую мы сейчас тестируем, Lexin B4FM. А на моем шлеме стоит моя первая гарнитура от Lexin ETCOM. Помогает мне сегодня в тесте моя супруга. Оставляю ее здесь, на этой точке, и уезжаю по прямой. Посмотрим, на какое расстояние хватит Lexin для того, чтобы мы друг друга слышали. Правда, метров, километров тут нету, есть мили, но для вас я переведу в метры, в километры. Итак. Я приехал, Виктория, прием, как слышно меня? Отлично слышно. Так, отлично слышно. Я отъезжаю, вот меня сейчас... Прекрасно слышно. 9,5 миль. Еду потихонечку, повторюсь, по прямой. В условиях загородных. Мы отъехали от города немножечко, чтобы не было помех в виде домов, в виде... Виктория, подай голос. Все отлично. Все отлично, друг друга слышим. Но тем не менее, у этого прямого отрезка в конце он заворачивает, и там, возможно, уже начнутся помехи. Нету помех, все хорошо. Помех нету, вот 200 миль проехали. Нет, не 200 миль, получается 309,7. Ну, в общем, буду переводить это все внизу текстом в метры. Ну, расстояние так вот, по моим подсчетам, я отъехал сколько? Хотя метров 300 отъехал, да? Больше уже? Да, наверное, 500 уже. Уже 500 отъехал. Как слышно меня? Отлично. До этого, алло, сейчас, по-моему, было какое-то прерывание, нет? Нет, все Да, нормально. Ты начинаешь прерываться, я начинаю. А я тебя слышу. Плохо. Ты меня до сих пор слышишь хорошо, это значит, моя гарнитура передает лучше, чем твоя. Прием. Да, отлично все. Сейчас все отлично. Это значит, были какие-то помехи. Вот я сейчас доезжаю помехи. уже. Да? Все, ты пропадаешь. Прием. Ты Прием. пропал, все. Как меня слышно? Ну вот, я заехал за поворот, и она меня уже не слышит. Получается, по прямой я проехал, наверное, больше 500 метров. А в милях это я проехал где-то 600 миль. Но вот сейчас попробую развернуться и поехать к ней обратно, чтобы она меня снова слышала. Ну все, я ее не слышу, она меня, судя по всему, не слышит тоже. Ну, по сути, что и требовалось доказать. Что бы ни писали производители, пишут там километр, 2 километра. В реале любая гарнитура, хоть Scala Rider, хоть Lexin, они в реале действуют по прямой метров 500, может быть, до километра. Но опять же, по прямой, без помех. Вот я сейчас за поворотом, и она меня уже не слышит. Вот сейчас я, по идее, выйду напрямую, она меня должна услышать. Прием. Прием, прием. Вон, я ее вижу, вот отсюда. Я ее вижу, видит ли она меня, слышит ли она меня. Сейчас попробую, может быть, дисконнект был. О, прием, прием. Гарнитура сигналом Вот, сообщила, отлично. что ты подключилась, да. Вот только что я подключилась. Гарнитура диском сигналом сообщила, что я подключился, что я тебя увидел. Вот сейчас по прямой, вот специально вам показываю, вон там вдалеке красная пятнышко, супруга моя стоит. Ну, по прямой сколько между нами? Ну, больше 500 метров, я думаю. Но уже, наверное, километр. Я думаю, где-то с километр, да. Ну, может быть, чуть-чуть меньше километра.
В общем, какой бы ни была гарнитура, как только вы начинаете прятаться за холмы, за здания, за объекты, конечно же, сигнала нет. Но по прямой километр она бьет. В общем, связь качественная. Вот пока мы были на расстоянии и на прямой видимости, связь была идеальной. Друг друга мы слышали прекрасно. Ну, естественно, стоило заехать за поворот, связь пропала. Я думаю, когда мы будем ездить в условиях города, там будет куча всяких помех в виде всяких там Wi-Fi, станций всяких, радиостанций и всего остального. И там, скорее всего, сигнал будет намного хуже. Но вот в условиях загородных мы слышали друг друга прекрасно. Благодарю вас за помощь в тест-драйве. Можете передать привет моим подписчикам. Привет твоим подписчикам. Благодарю супругу за помощь в тест-драйве. Ну и едем тестировать гарнитуру дальше. И уже пора, наверное, подводить какое-то по ней резюме. Так, ну что, друзья, давайте подводить итоги по этим двум гарнитуркам. И давайте так, чтобы вот сразу сформулировать то, что я хочу вам сказать. Эта гарнитура меня приятно удивила, и, признаюсь честно, она превзошла мои ожидания. Она реально лучше. Вот она реально лучше, и сейчас я расскажу, чем. Ну, на мой взгляд, она превосходит ETCOM. По поводу внешнего вида я уже сказал, я остаюсь с точки зрения эстетики приверженцем все-таки ETCOM, но давайте теперь по техническим нюансам разберемся. Первое, это то, как присоединяется сама гарнитура к шлему, здесь и здесь. Соответственно, надо выдернуть провод. Здесь идет такая страховочная кнопка, только надавив на эту кнопку, вы можете отстегнуть гарнитуру и никак по-другому. Шлейф, здесь подключение идет обычный хайджек 3,5, вот как на телефон, с 4 контактами. Здесь же никаких кнопок на B4FM нету, но в комплекте идет такой специальный ключик, якобы для того, чтобы отстегнуть эту гарнитуру, вы должны вставить ключик, и тогда она отстегнется. Вот этот вот ключик идет в комплекте, и как показано на инструкции производителя, вы должны его вот сюда в паз вставить, он, значит, там нажимает на усико, и вы гарнитуру эту отстегиваете. Ну, соответственно, провод также отсоединяйте от нее. Здесь он более тугой, может быть, потому что все еще новое. Здесь, повторюсь, идет уже не 3,5 хайджек, здесь идет Type-C. Один Type-C для коммуникации, для проводов, динамиков и микрофона, и другой Type-C для зарядки. Вот. И здесь вот такая вот небольшая клипса на вот этой вот штуковине, которая якобы, значит, держит эту гарнитуру, и только с помощью вот этого ключа пластикового вы, значит, можете ее отстегнуть. Но на практике, друзья, это все происходит следующим образом. Она пристегивается и без ключа спокойно отстегивается. Кнопки. Я думал, что вот эти мои кнопки, за счет того, что они больше, они будут немного удобнее, нежели эти. Во-первых, обратите внимание, здесь их меньше. Здесь у меня на одну кнопку больше, здесь 5 кнопок, здесь всего 4. Но по факту это управление мне показалось намного удобнее, чем на ETCOM. По поводу качества воспроизведения, эта гарнитура в 50% мощнее, чем ETCOM. И, наверное, на 50% чище звук и четче звук. Если вот с точки зрения прослушивания каких-то музыкальных композиций, громкости и качества прослушивания, однозначно побеждает B4FM по сравнению с ETCOM. Я сейчас, поймите меня правильно, не пытаюсь ее нахвалить и сказать, что она лучше новой скалы там, или лучше новой сены. Не могу такого сказать, потому что ни скалу, ни сену новую я не тестировал. Говорю сейчас вот об этом тесте и вспоминая свои ощущения от китайских гарнитур и от старенькой моей скалы, которая уже там так барахлит по мелочи, я ее выкинуть рука не поднимается, но тем не менее со шлема снял, уже лежит у меня в коробке. Может, когда-нибудь кому-нибудь подарим, у кого совсем никакой гарнитуры нету. И по факту еще одно наблюдение, связанное с B4FM. Ну, собственно, этого и следовало ожидать, так как у нее лучшее звучание, да, громче и качественнее звук, у нее круче работает и сам микрофон. Этого я понять сам не могу никак, может понять только тот человек, который мне звонит на телефон на сотовый и со мной часто разговаривает, когда я в шлеме и в дороге. Это, конечно же, моя супруга, которая чаще всех мне звонит. И вот, когда я путешествовал
летом с этой гарнитурой. Мне жена звонила, и она постоянно ругалась вот на эту гарнитуру. Она говорит, вот, ну, очень часто от нее идут помехи. Соответственно, пока ты молчишь, говорит, ничего не говоришь, вроде бы нормально. Я, говорит, говорю, мне ничего не шипит. Но стоит тебе начать говорить, твой микрофон начинает ловить не только твой голос, но и все окружающие звуки. Соответственно, там где-то машина проехала, что-то шумит. И, говорит, очень шумно получается. Я, говорит, тебя прислушиваюсь, чтобы расслышать. Вот с этой же гарнитурой, она, говорит, просто песня. Причем мы специально, она мне звонила, и я разгонялся с этой гарнитурой до 150, я не знаю, там шумел, проезжал мимо рабочих, там работали тяжелая техника, там работал перфоратор. Она говорит, да, я слышу и то, что что-то шумит, слышу технику, потусторонние звуки слышу, но они совершенно не мешают слышать тебя. Поэтому тут я должен отдать должное. И вот та цена, которая разнится между ними, цена выше оправдана. Однозначно оправдана. И если вы вот гонитесь, повторюсь, за качеством музыки и за более простым и понятным управлением, должен я признать, что оно здесь более простое и понятное, то я вам все-таки советую B4FM. Так что, друзья, вот такой обзор. Лексином я доволен и этой гарнитурой. Это более выигрышная. И еще должен сказать, что возможно будет так, что когда вы закажете эту гарнитуру, она уже придет к вам вот с такой книжкой, которую я переводил сам, сидя дома за своим компьютером. Дело в том, что я прочитал эту инструкцию, и мне здесь не понравилось несколько фразеологических оборотов. Ну, соответственно, тут поймите правильно, эта инструкция была переведена китайцами на русский язык, и они не носители русского языка, соответственно, ну, тут есть определенные нюансы. Они выслали мне эту инструкцию на английском языке она написана более понятно, и я с точки зрения русскоговорящего населения перевел ее на русский язык и выслал им этот образец. Я надеюсь, что они ко мне прислушаются, и в ближайшее время наш российский покупатель получит уже эту гарнитуру с грамотным переводом. Будем на это надеяться. Друзья, по факту гарнитурой доволен. Хорошо, что есть возможность оставить ее себе и тестировать дальше. Если в процессе эксплуатации будут какие-то нюансы, как вот с этой гарнитурой через год мы выяснили, да, определенные есть все-таки у нее минусы, я вам обязательно о них скажу. Друзья, покупайте качественные и грамотные гаджеты, те, которые будут вас радовать, устанавливайте на шлемы, на мотоциклы, ну и, конечно же, как всегда, друзья, путешествуйте. И всем добра!